Да, это оно. Мое итоговое видео про весь прошедший год в Китае. Мой год начался 24 декабря, когда я выступила на отчетном концерте вместе со своими ученицами и решила покинуть Россию. 27 декабря я села в самолет до Урумчи, провела ночь в аэропорту и полетела в Гуанчжоу, а оттуда на поезде добралась до Даншуя. В ночь с 31 на 1 я была на сцене. Как идиот, если честно. В этом городе я впервые попробовала бальные танцы и тверк, а также впервые выполнила трюк на сцене. 30 января я отметила 27-летие, проходя квест, который устроила мне команда. И они безуспешно попытались окунуть меня лицом в торт. Но я не далась. Ломая полностью. Затем друг за дружкой пришли день рождения клуба, 14 февраля и китайский Новый год. В марте мы с Викой рванули в Шэньчжэнь на цирк Дю Солей, попытались попасть в труппу и вообще дико впечатлились. А потом мы с Кириллом рванули встречать рассвет. Это настоящее море, понимаете? Именно в Даншую я узнала, насколько бессмысленными и беспощадными могут быть китайские собрания. Каково это работать в костюме арбуза и что такое сексуальность в китайском понимании. Станцевала лучший номер в своей танцевальной карьере и уволилась. Переехала в Чэньпинь и впервые заселилась в квартиру к китайцам, что стоило мне немалых нервов. Именно в Чэньпине состоялась моя самая звездная подработка вместе с Black Eyed Peas, а точнее с Apple Dab. После автопати я села на двухэтажный поезд и сделала свой самый комфортный выезд в Гонконг. Ну а потом начался чемпионат мира по футболу, и я впервые всем сердцем болела за наших. А также впервые поиграла в футбол, пусть и не настоящий. Затем я порадовала своего внутреннего ребенка поездкой в Диснейленд, и это стало одним из самых счастливых воспоминаний года. Чуть ли не больше всего меня в Диснейленде впечатлили уборщики. И ночной парад. Следующие выходные я провела в Шэньчжэне, посмотрела на город с высоты, сходила в океанариум и в спа-салон Карнивал, и это стало главным разочарованием года. Потом я отправилась в Гуанчжоу, посетила самый оригинальный отель в своей жизни и самый дорогой кинотеатр. Полюбовалась ночным городом и впервые сходила в магазин, В котором нет продавцов. съездила в Чемелонский парк аттракционов, где получила свою дозу адреналина. А также в Чемелонский сафари-парк, где чуть не умерла от милоты и шока. Блин, офигеть! Смотри, какой огромный. Снимаем. Так, жираф готов. Нет. Тут дети. В Чэньпине я побыла рабочим, медузой, ангелодемоном и приняла участие в ведьмином шабаше. Потом была уволена из-за полиции и отправилась одна на север в Баодин. Заселилась в самые грязные апарты в своей жизни, но потом переехала чуть ли не в самые лучшие. Сходила в Баодинский парк аттракционов и в одну из танцевальных школ. Послушала китайский битбокс, встретила местную вайкинг-звезду и китайскую Бейонсе.
Потеряла работу из-за китайских интриг, упаковалась и поехала в Мэйчжоу. Здесь я отметила Хэллоуин и впервые полетала на страховке. Была свиньей, индейцем в костюме шторы и скрипачкой. Здесь я впервые поработала моделью, была перетянута резинками и станцевала парочку номеров, которыми действительно горжусь. Съездила в Гонконг и попробовала самое дорогое и восхитительное мороженое в своей жизни. Заболела. Съездила в Гонконг еще раз и чуть не осталась ночевать на улице, но все обошлось. Убедилась, что нет никакого новогоднего настроения, если ты работаешь каждый день, а за окном плюс 26. Я совершенно точно знаю, где я буду в ночь с 31 на 1. Уже в 4-й раз я буду в Китае на сцене. Это был трудный и насыщенный год, но следующий, я уверена, будет лучше. Я расстроилась только то, что оно закончилось. Очень быстро шел. Как-то прям вот так.